Сегодня 5 августа 2026 года, и всех приветствую из прекрасного города Одесса. К сожалению, в Одессе по-прежнему неспокойно, но люди не унывают и просто продолжают наслаждаться летом. Всем привет-привет из Одессы. Одесситы разделились на две категории: те, которые боятся ездить на пляж, и те, которые не боятся туда ездить. Вот кто боится ездить на пляж, сейчас ходит гулять в парке. Боже, обожаю гортензии, и уже наступил их сезон. Они, вижу, зацвели в парке. Ну, такая красота, эти гортензии. Ну, посмотрите, какая нежность. Обожаю эти цветы. Какая красота. Они вот разных цветов, разной формы. Прелесть. Сейчас вам покажу, как некоторые одесситы снимают стресс после обстрелов. Мы с вами пришли в один из самых прекрасных парков Одессы, это парк Марка Твена. И здесь каждый вторник и каждую пятницу проходят такие народные наши танцы, куда приходят люди абсолютно разных возрастов и действительно снимают стресс, потому что смотришь и удивляешься, откуда у них берется энергия, чтобы так красиво танцевать. К сожалению, из-за правил не могу вам показать, какая реальная музыка играла на танцах, а поверьте, она очень и очень веселая. Не обошлось без встречи наших зрителей. Я встретила нашу зрительницу Людмилу. Она посещает танцы практически все время. И, Людмила, вам большой привет и, конечно же, как можно больше энергии посещать танцы и как можно больше танцевать. В парке Марка Твена, старое название, кто не знает, парк Горького. Помимо того, что можно найти развлечения для любого возраста, здесь еще есть отличные места, которые можно посетить. И как вы видите, когда немного спала жара, все пришли вкусно поужинать. Здесь играет живая музыка, а что может быть прекраснее романтических летних вечеров со вкусной едой в хорошем ресторанчике и с живой музыкой. Конечно, практически все столики здесь были заняты. Вообще, я очень люблю нашу Украину. У нас невероятно красивая страна, и когда закончится война, мне бы хотелось всем вам показать, как много у нас в Украине красивейших мест, как много у нас красивейших городов, и у нас такие красивые люди. И так у нас много хороших и добрых людей. Вообще. И еда у нас вкусная, и вода у нас вкусная. И вообще, у нас Украина на самом деле такая замечательная страна. И хочется верить, что и нашу страну, и всех нас ждет такое светлое будущее, потому что я считаю, что и мы это достойны, украинцы, и наша страна тоже этого достойна. Из-за войны каждый из нас постоянно находится в стрессе, и знаете, я когда прихожу на эти танцы, я смотрю на людей, и у меня все время появляется мысль: во-первых, вот это молодцы, а во-вторых, вот просто держаться больше нету сил. Хочется вот этот весь стресс, который у нас все время накапливается, выплеснуть с помощью танцев. И говорят, что танцы действительно продлевают жизнь. И как не согласиться с этим утверждением? Посмотрите, настолько разных возрастов здесь танцуют люди. И хочу сказать, что здесь никто не стесняется, а просто танцует как умеет, как чувствует и как может. Розы еще даже в парке сохранились. Здесь за всем ухаживают, все поливают, но из-за такой жары, конечно, это все сохранить очень сложно. Прелесть. Знаете, я сейчас иду и ловлю просто какие-то такие трогательные моменты. Вот навстречу мне идут сотни людей, и все такие нарядные, и все такие красивые, и дети, на первый взгляд, такие счастливые. И я вот задумалась, насколько мы, украинцы, морально устойчивые, и насколько люди, как бы это страшно не звучало, приспособились к этой войне, хоть каждому морально тяжело, но каждый стараться проживать и наслаждаться каждым моментом своей жизни. И люди стараются праздновать дни рождения, какие-то юбилеи, свадьбы. И
Несмотря на то, что буквально час назад над головой летели шахеды, летели ракеты, все равно люди встают и идут наслаждаться жизнью. И вы знаете, если бы вы приехали сейчас из другой страны и вот со мной прогулялись в парке, вы бы никогда не подумали, что сейчас есть какая-то война. Но, к сожалению, все меняется буквально в 1 минуту, потому что начинается тревога, и жизнь в любой момент приобретает совершенно другие краски. И я просто иду, я сама живу в этой обстановке, и я знаю, как бывает каждому из этих людей страшно, как каждый из нас переживает за все, и как каждому из нас бывает тяжело. Но, тем не менее, все идут и стараются дальше жить, несмотря ни на что. Знаете что? Танцы закончились, потому что воздушная тревога, и на город снова летят шахеды. С ума можно сойти, я вам говорю, все. И такое маленькое человеческое счастье, которое здесь было, да, люди хоть немного, хоть как-то отдохнули. Ну, что вам сказать, даже такого маленького счастья людей лишили. Звуки в небе, конечно, неприятнейшие. И стрельба, и взрывы, и все что угодно. Хоть бери вообще с укрытия и не выходи. Смотрите, просто все разбежались в 1 минуту, потому что тревога. К сожалению. Ой, очень это все печально. На город была атака шахедами. К сожалению, я попала под нее прямо в парке, и пришлось все-таки прятаться. Но тревога тоже заканчивается, и когда это происходит, люди снова возвращаются к своей нормальной жизни. Поэтому хочу вам показать одно из самых любимых мест в этом парке. Мало того, что здесь есть кафе, поле для гольфа, так есть здесь замечательный, просто замечательный прудик с уточками и с потрясающими карпами кои. А любоваться такой красотой – это тоже своеобразный, самый настоящий антистресс. Карпы кои – это декоративные японские рыбы. И, кстати, они настоящие долгожители. Они могут жить от 25 и до 40 лет. Но есть данные, что самый известный карп кои по имени Ханака, по некоторым данным, прожил аж целых 200 лет. Карпы кои – это умная рыбка, и вообще она очень любит общение. Они социальные рыбы и часто держатся группами. И, кстати, могут подплывать к человеку, особенно если привыкли, что тот им приносит еду. Каждый карп кои по-своему уникален. И знаете почему? Потому что их расцветка как отпечатки пальцев у людей. Узоры на теле каждой рыбки абсолютно разные, поэтому они отличаются абсолютно всем друг от друга. Уже вечер, и все потихоньку начинают расходиться с парка. В Одессе неимоверно жарко, даже вечером. Температура бьет абсолютные рекорды, у нас по 40 градусов, и на улицу в обед просто невозможно выйти. Но, говорят, нам нужно самое главное пережить эту неделю, а дальше уже будет немного прохладнее. Немножко настроение у меня подпортилось, конечно, как вы поняли, потому что куда я не поеду, куда не пойду, я все время попадаю в тревоги, потому что они бесконечные, по-моему. Ну, нічого, стараємося не унивати. Тримаємося всі міста України і маємо надію, що все у нас буде добре. Всім гарного дня та чудового настрою та до зустрічі в наступному відео з Одеси.